Здравствуйте, друзья! Нашел тут веселую статейку на сайте highnews.ru. Автор Мартин Магнитский. Или Мартин, не знаю. Называется статья «Конец света. Зомби-версия». Мы живем в эпоху интенсивного развития технологий, которые уже проникли практически во все сферы жизнедеятельности человека. Порой кажется, что наука настолько уже себя исчерпала, что для выхода из ступора однообразия возможны провокации. Хотя и нет предела совершенству, как считал Стив Джобс, иногда становится очевидным, что он есть. И конец близок. Более того, теперь многие неизведанные ранее явления нам становится понять все проще и проще. Даже такие события, как, скажем, апокалипсис или нашествие зомби, благодаря их популяризации в киноиндустрии, нам кажутся вполне возможными. Но как действовать при наступлении подобной ситуации в реальной жизни? Конечно, многие из нас пересмотрели не один километр кинопленок с голливудскими произведениями, подробно демонстрирующих манеру и принципы поведения в подобных эпических событиях главного героя. Но как это ни прискорбно, обычно по сюжетам этих кинофильмов, помимо главного героя, выживают лишь единицы. Ну а как же быть остальным простым смертным, не обладающим чертами характера Брюса Уиллиса или Брэда Питта? А этим вопросом озадачились даже ученые. Достаточно вспомнить, как в лед с молотка уходили дорогостоящие бомбоубежища в декабре 2012 года, когда значительная масса жителей Земли ждали конца света, обещанного календарем индейцев майя. Теперь в мире другой бум – нашествие зомби. Но не тех, которые встречаются утром в недрах метрополитена, а тех, что в кино видели. А с учетом понимания того, что в холодную войну могущественными державами мира пока никто не отменял, вполне вероятно изобретение какого-либо химического оружия с зомби-эффектом. На одном из центральных телеканалов США весной этого года даже вышло официальное предупреждение о нашествии зомби с призывами быть начеку. Однако это оказалось лишь шуткой хакеров, взломавших сайт новостного издания. А с 2012 года в американских школах введен курс обучения действиям выживания при нападении зомби. Дети счастливы, ведь теперь учиться стало гораздо интересней. Некоторые особо впечатлительные люди уже даже начали подготовку к зомбо-атаке, что называется, своими силами. И как сообщает сайт carclub.ru, граждане США даже стали проводить тюнинг своих автомобилей подобающе. Также началось активное применение военных разработок. Речь идет о чудо-палатке, изготовленной из специально разработанного ранее для военных действий гибкого бетона, напоминающего на первый взгляд мешковину. Из сверхкомпактной упаковки палатка извлекается в рулонном виде, накачивается воздухом посредством автомобильного компрессора и тщательно поливается водой. Через сутки полива палатка становится настолько твердой, что по степени прочности сопоставима с бетоном, о который так эффектно могут разбиваться головы зомби. Заказать такую недвижимость можно посредством интернет-сайтов американских оружейных компаний. Обойдется она покупателю примерно в $2500. Немецкий изобретатель Йорг Шправе изобрел бесшумное оружие для борьбы с гиперактивными зомби, представляющее собой смесь лука и рогатки и стреляющее стрелами. По словам изобретателя, в условиях нашествия таких зомби нельзя шуметь, дабы не привлекать их внимание, а то не ровен час можно быть съеденным. Кроме того, на вопрос журналистов о том, как же нужно вести себя в подобных ситуациях, военные ответили вполне серьезно. Необходимо соблюдать следующие правила. Во-первых, покинуть свое местонахождение,
если есть возможность угнать первую попавшуюся на глаза машину. Сперва убедившись, что реально началась атака зомби и съеденный вами запрещенный препарат тут ни при чем, иначе за угон придется ответить. И спешно уехать в любой другой населенный пункт, давя на своем пути всех и вся. Если же такой возможности нет, то для начала необходимо обзавестись радиоприемником. Он пригодится для получения информации от властей о степени сложности происходящего. Далее необходимо сообщить своим родственникам, знакомым, соседям о случившемся и своем предстоящем местонахождении. Пользоваться телефоном по минимуму, чтобы до вас могли дозвониться. Взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Отключить все электроприборы. Запечатать окна и двери, желательно подперев их твердыми предметами. А в идеале спрятаться в бетонном подвале. Собрать все имеющиеся продукты питания и продовольственные запасы. И с этого момента не контактировать ни с людьми, ни с чужими продуктами питания. Теоретически появление вируса, превращающего все живое в безумное и кровожадное, вполне уже реально. Достаточно вспомнить недавнюю историю с голубями Москвы и Санкт-Петербурга, которые вели себя неадекватно, не уворачиваясь от преград, как это для них характерно, натыкаясь на все, что попадалось на их пути. Возможно, это и были несанкционированные тестирования какого-нибудь вирусного препарата. Итак, представим, что все-таки это свершилось. Какой-то ученый-психопат сумел создать формулу дикого зомби-вируса, либо представители Барак Обамовки по традиции забыли в баре на столе колбу с вредоносной жижей. А то и вовсе прямо из космоса приземлился очередной засланец от создателя, решившего добавить экшена в пресловутую игру в людей. И тысячи обезумевших, рычащих, булькающих сущностей вырвались на улицы городов и весей. Прямо вот так нежданно-негаданно. Что делать? Куда кидаться? Какие там инструкции? Все просто. Возможны два варианта исхода. Вы стали зомби, или вы от них спасаетесь. В первом случае вам необходимо помнить, что вы уже не тот, и теперь вы враг всей Земли, а значит, на вас будет идти великая охота. Если же вам повезло, и вы все еще человек, то не обольщайтесь, скоро и вы можете стать съеденным. Берите все колющие и режущие предметы, что попадаются под руки: лопаты, вилы, тяпки, совки. Главное, знайте, что победить зомби возможно, только поразив его мозг. Поэтому бесполезно рыскать в поисках автомата АК-47 или гранат РПГ-5, поскольку разнести в клочья тело зомби – малопродуктивное мероприятие. Зомби, как и все сущности в мире, бывают активными и пассивными. Первые носятся за вами, сломя органы, как это продемонстрировано в фильме «Война миров Z», а вторые еле ходят, вяло передвигая конечности и шуршат тапками по полу. Но каким бы ни был зомби, его цель вы, поэтому не стоит впадать в панику и начинать бояться. Если они не боятся вас, почему вы должны бояться их? Нападайте и атакуйте зомби первыми, пока есть чем нападать. К тому же такие мероприятия стимулируют внимательность и развивают сноровку, укрепляя здоровье в качестве физической культуры. К сожалению, науке пока не удалось изобрести некий универсальный детектор зомбированности, и уж тем более антизомбовируса. Поэтому в случае возникновения подобной опасности надеяться придется исключительно на собственное чутье и силы. И помните, какими бы высокими ни были технологии, далеко не факт, что они смогут вас обезопасить так, как это сможет сделать обычная бензопила дружбы. Да, вот такая веселенькая статейка. Что вы думаете по этому поводу? Лично мое мнение, что это просто шутка. Никаких зомби теоретически быть не может. Хотя, кто его знает, этих современных ученых. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски,
подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.